Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Вспоминая Льва Толстого, каждый несчастливый брак несчастлив по-своему. Но что, если ваша бывшая супруга готова дать показания против вас в суде по делу об убийстве? Значит, в вашем браке определенно не все ладилось. В конце 1980-х годов Томас Рэндольф ходил и распевал слова песни «Глупое поведение» Рода Стюарта. Или мне следует вести себя довольно холодно и преднамеренно. А может быть, вышибить ей мозги пулей? Они подумают о самоубийстве. Они не узнают, кто это сделал. Я убью свою жену, я действительно лишу ее жизни. Говорится в тексте песни. Рэндольф на тот момент был женат второй раз, и жену звали Бекки Голд. Он женился на ней в тот же день, что и развелся со своей предыдущей женой Кэтрин Томас. На момент ноября 1986 года этому браку было 3 года. 11 ноября миссис Рэндольф была найдена мертвой от огнестрельного ранения в голову в их доме в Клирфилде. Полиция нашла ее спрятанной в водяной кровати. Рэндольф сообщил, что она покончила жизнь самоубийством. Мужчина получил $250 тысяч страховых выплат через 13 дней после смерти своей жены. Прокуратура заявила, что эта смерть была преднамеренной попыткой получить непредвиденную выплату по страхованию жизни. Но адвокаты защиты утверждали, что это было самоубийство. Присяжные совещались 4,5 часа и вынесли оправдательный вердикт по обвинению в убийстве. Оправдывая Рэндольфа в заговоре и в осуществлении убийства его жены Ребекки Рэндольф, присяжные также оправдали его и по второй степени. Обвинение в уголовном преступлении в подаче ложного страхового иска. 34-летнему Рэндольфу на тот момент могла грозить смертная казнь. «Спасибо всем. Вы приняли правильное решение», — говорил тогда Рэндольф присяжным. Члены его семьи были в восторге от этого решения, но 2 дюжины друзей и членов семьи Бекки Рэндольф в зале суда выглядели шокированными и рассерженными. Судья поблагодарил присяжных за 2 дня отбора присяжных, за которыми последовали 6 дней свидетельских показаний. Судья сказал им, что поддерживает их решение, основанное на представленных доказательствах. Поверенный защиты Джон Кейн сказал, что смерть Бекки Рэндольф была очевидным самоубийством, и дело никогда не должно было быть передано в суд. «Мы очень счастливы, мы довольны», — сказал Кейн. Присяжные были группой из серьезных людей и внимательно рассматривали доказательства. Рэндольф отрицал, что застрелил свою жену и выставил это как самоубийство. Однако во время перекрестного допроса прокурором округа Рэндольф признал, что не работал в течение 2,5 лет после смерти жены, но купил 2 дома и Порше. Рэндольф все еще содержался в тюрьме, без права внесения залога по обвинению в преступном заговоре 1-й степени с целью совершения убийства. Его обвиняли также в попытке организовать убийство своего друга Эрика Тарантино, который был главным свидетелем обвинения против него по делу об убийстве жены. В заключительном слове перед присяжными прокурор округа сказал, что Том Рэндольф целое лето 1984 года вместе со своим другом Эриком Тарантино строил планы о том, как убить свою жену Бекки Рэндольф и сделать так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Но Тарантино предупредил Бекки Рэндольф о заговорах и рассказал другим о планах Тома Рэндольфа. Мужчина в ответ жестко избил Тарантино.
Поверенный защиты Джон Кейн в страстном заключительном заявлении присяжным сказал, что смерть Бекки Рэндольф была трагедией, но явно поступком женщины в депрессии, видящей, что ее жизнь рушится вокруг нее. По словам Кейна, она страдала от кокаиновой зависимости и других злоупотреблений наркотиками и алкоголем. И за 6 месяцев до этого пыталась покончить жизнь самоубийством. В ожидании суда Рэндольф пытался убить Тарантино. Он предложил полицейскому, изображавшему из себя наемного убийцу, $2000 за убийство Тарантино. Впоследствии Рэндольфу было предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения убийства, которое позже было сокращено до подделки свидетельств уголовного преступления. Он признал себя виновным по этому обвинению, но был оправдан в убийстве Бекки Голд в 1989 году. Мать Бекки Голд сказала репортерам после приговора: «Он виновен и просто собирается убить чью-то чужую дочь, так что берегитесь». Гайна Олман, третья жена Рэндольфа, познакомилась с ним по объявлению в газете. Она рассказывала, что, по ее мнению, он также пытался убить ее, но не смог найти киллера, чтобы сделать это. Она вспоминала один случай, когда он чистил свой пистолет перед ней, и тот выстрелил. Гайна рассказала, что считала это угрозой для своей жизни. Это послужило причиной развода, и затем Рэндольф женился в 4-й раз. Четвертая жена Рэндольфа, Фрэнсис Рэндольф, умерла в 2004 году в больнице при сомнительных обстоятельствах. Рэйчел Гаскинс, дочь Фрэнсис, рассказывала, что Рэндольф не позволил ей навестить мать в тот день, когда она умерла в послеоперационной палате больницы, после операции на сердце. Он был последним, кто видел Фрэнсис живой в апреле того года, после чего поспешил кремировать ее тело в течение 24 часов после ее смерти и не позволил ее дочери присутствовать на похоронах. Соответственно, вскрытие не проводилось. Рэндольф не только получил страховую выплату после смерти жены, но и подал в суд на больницу и добился мирового соглашения. Как ни странно, почти нет никакой информации о пятой жене Рэндольфа, Леоне Степлтон. Все, что кто-либо знает о ней, это то, что Рэндольф настаивает на том, что она умерла от какой-то формы рака. Учитывая, что у Рэндольфа была привычка нанимать киллеров для убийства своих жен, это кажется менее чем убедительным. Шерон Кос вышла замуж за Томаса Рэндольфа в 2006 году, во время отпуска в Мексике. Когда Томас Рэндольф встретил свою 6-ю по счету жену, он уже был женат к тому времени 5 раз за 30 лет. Мало того, что преобладающее количество жен Рэндольфа погибло, он не ждал долго после их смерти, чтобы снова жениться. Напомним, что он женился на своей 2-й жене в день развода, и бывшие жены также обвиняли его в хронической неверности. В 2008 году, по показаниям Рэндольфа, некий злоумышленник в маске ворвался в их дом и застрелил Шерон во время их семейного ужина. Тому якобы удалось защититься от нападавшего и выстрелить в него из своего ружья. В этот раз у следователей возникло много подозрений. Во-первых, Рэндольф казался необычайно холодным и черствым. Например, когда он говорил, что споткнулся о Шерон. Во-вторых, то, что мужчина наконец пришел на помощь своей жене после того, как застрелил злоумышленника. Им приходит в голову, что Том, возможно, на самом деле не хотел, чтобы Шерон выжила, когда диспетчер скорой медицинской помощи отчаянно пыталась заставить его сделать сердечно-легочную реанимацию. Диспетчеру пришлось просить его оказать помощь Шерон раз 12 или 15. Должен ли я пойти сделать это? Должен ли я пойти сделать то? Сэр, вы должны сделать своей жене сердечно-легочную реанимацию. Следователи считали, что Том Рэндольф в тот момент нарочно затягивал дело. Подозрительным было и то, что улики на месте преступления показывали совсем другую картину, чем та, которую воспроизводил Том. Он утверждал, что столкнулся с незваным гостем внутри дома и стрелял в него, пока тот бежал по коридору к двери в гараж. Детектив говорил, что это не сходится, так как в коридоре не было ни крови, ни пуль, ни гильз. Однако все это полиция обнаружила в другом месте, в гараже. Это говорило о том, что именно здесь Том действительно впервые столкнулся со злоумышленником. И не было похоже, что Том убил его в целях самообороны, как он утверждал.
Судебно-медицинские доказательства на месте преступления прямо противоречили рассказу Тома. И тогда следствие пришло к выводу, что Том, возможно, руководил убийствами своей жены и злоумышленника. Части головоломки начинали вставать на свои места, когда мертвый злоумышленник оказался Майклом Миллером, 38-летним разнорабочим, который, как признался Том, не был для него незнакомцем во время звонка в службу экстренной помощи. «Я его знаю. Он меня кинул. Он пытался меня кинуть». Том произносил эти фразы диспетчеру. Следователи узнали, что Том подружился с Миллером несколькими месяцами ранее. Он взял его под свое крыло и постоянно держал в доме. Они вместе стреляли из оружия и тренировались попадать по мишеням. Жена Тома и другие люди стали подозревать, что эта пара могла что-то замышлять. Они постоянно разговаривали по телефону. Встречались в секретных комнатах, где никто не мог их услышать. Их отношения выглядели очень странно. Но затем следователи сделали поразительное открытие. Том мог заработать $360 тысяч на смерти своей жены. Оказалось, что у него было несколько страховок, оформленных на нее. Однако помимо этих открытий вырисовывались более серьезные проблемы. Выяснилось, что у пары были натянутые отношения. Дочь Шерон рассказала, что Рэндольф несколько раз бросал ее мать ради старой подруги, что Шерон убрала имя Рэндольфа из документа на их дом, что Шерон не доверяла своему мужу, и что Рэндольф говорил о разводе в день смерти ее матери. Теперь детективы считали, что нашли мотив, по которому Том желал смерти Шерон, но решили не останавливаться на достигнутом. Детективы стали копать глубже и обнаружили нечто поистине пугающее. Шерон была не первая миссис Рэндольф, трагически погибшая, и всех предыдущих жен Том Рэндольф застраховал на большие суммы. Полиции потребовалось 8 месяцев, чтобы построить дело против Рэндольфа. Когда они наконец получили обвинительное заключение, возникла одна небольшая проблема. Рэндольфа больше не было в Неваде. В конце концов, полиция выследила его в Юте, где он жил со своими пожилыми родителями. Его мать утверждала, что он был там не для того, чтобы прятаться от полиции, а скорее потому, что он был безработным и инвалидом с травмой спины. Рэндольф сам открыл дверь, когда полиция постучала, но затем попытался оказать сопротивление аресту, устроив потасовку. Полиция в конце концов затащила Рэндольфа в одном нижнем белье в снег и ударила его электрошокером, чтобы произвести арест. Прокуратура обвинила его в убийстве его жены и убийстве Миллера, которого, по их словам, Рэндольф нанял, чтобы убить свою жену, что позволило Рэндольфу получить сотни тысяч долларов по страховому иску. В конце судебного разбирательства присяжные встали на сторону обвинения, полагая, что Рэндольф действительно убил Миллера и его жену Шерон, а затем инсценировал для следователей тщательно продуманную историю о вторжении в дом. Дело против него не рассматривалось до 2017 года. Первая и третья жены Рэндольфа все еще живы сегодня, и они обе свидетельствовали против него в суде по делу об убийстве в 2017 году. Кэтрин Томас, его самая первая жена, вышла за него замуж в возрасте 18 лет. Она заявила, что он оформил на нее страховку вскоре после того, как они поженились. Томас не очень хорошо относился к Кэтрин. Она обвинила его в неверности и злоупотреблении психоактивными веществами. По ее словам, муж контролировал, манипулировал и подвергал ее психологическому насилию. Однажды, по ее словам, Рэндольф швырнул в нее миску с овсянкой, потому что в ней не было сахара. Пара развелась, и Кэтрин вышла замуж за Стивена Томаса, который также свидетельствовал на суде Рэндольфа по делу о двойном убийстве. Он сказал присяжным, что Рэндольф однажды спросил его, готов ли он убить кого-нибудь за $25 тысяч. После того, как Кэтрин и Стивен Томас поженились, пара переехала из Юты в Вашингтон, чтобы иметь некоторую дистанцию между собой и Рэндольфом, сообщила она. Она также рассказала, что Рэндольф угрожал убить Стивена Томаса, и что с тех пор, как Бекки Голд была застрелена, она носила с собой изображение его второй жены. Гейна Олман, третья жена Рэндольфа, также рассказала на суде про уже упомянутый случай с пистолетом. Когда Рэндольф чистил возле нее пистолет, выстрел из огнестрельного оружия оставил пулевое отверстие в полу.
По ее мнению, Рэндольф пытался ее убить. Никаких обвинений по этому инциденту предъявлено не было. Олман вспомнила инцидент и рассказала, что Рэндольф утверждал, что не осознавал, что пистолет был заряжен. «Я начала кричать», — сказала она. «Я была напугана. Я была очень напугана». «Вскоре после этого он пошел на работу, а я собрала свои вещи», — сказала Олман. «Она фактически скрылась», — заявила она, и призналась, что она переживала из-за того, что развод не сможет быть завершен достаточно быстро. Штат также позаботился о том, чтобы упомянуть предыдущее дело об убийстве второй жены Рэндольфа. В 2017 году Рэндольф был признан виновным в сговоре с целью убийства своей шестой жены в 2008 году с целью получения ее страховки на $400 000. Он также был признан виновным в убийстве Майкла Миллера, которого, по словам прокуроров, он нанял в качестве киллера для убийства Шеннон Кос. Позднее, в 2017 году, Рэндольф получил 2 смертных приговора по 2 обвинениям в убийстве первой степени. Но в декабре 2020 года Верховный суд Невады отменил смертный приговор Рэндольфу и обвинение в убийстве. В 2021 году Верховный суд Невады постановил, что окружной суд и прокуратура, рассматривавшие дело Рэндольфа, не должны были позволять использовать в суде предыдущие доказательства неправомерных действий. Проще говоря, Верховный суд не согласился с использованием дела об убийстве в Юте в 86-м и его фактов в качестве доказательства в деле о Неваде. После того, как суд отменил его обвинительный приговор, Рэндольф сказал: «Я просто счастлив, потому что, как я всем говорил, я этого не делал. Я не убивал Бекки. Я не убивал Шерон. И я думаю, что меня больше радует не тот факт, что мне назначен новый суд. Я больше рад тому, что система не подвела меня, как подвела очень многих других людей». Рэндольф, которому сейчас 65 лет, все еще находился в тюрьме штата Невада, ожидая нового судебного разбирательства по обвинению в убийстве первой степени в связи со смертью Шерон Кос и Майкла Миллера, которое было назначено на 2023 год. Хотя дети Рэндольфа, Криста Брук и Юстус отказались сделать много публичных заявлений о своем отце, они оба выразили ему свою поддержку. Криста появилась в подкасте о реальных преступлениях и выразила радость, когда обвинительный приговор ее отцу в убийстве был отменен, сказав: «Это сделало мой день, мою жизнь». Юстус присутствовал на слушании приговора своего отца после его осуждения в галстуке Dallas Cowboys, который подходил к майке Dallas Cowboys, которую носил Томас. Когда его спросили, Юстус подтвердил, что носил галстук в знак акта солидарности со своим отцом. А репортер Дэвид Феррара отметил, что он свидетельствовал, что ваше впечатление о моем отце настолько отличается от моей реальности. За это время Рэндольфу дали прозвище «Черный вдовец». В деле лас-вегасского вдовца есть много удивительных аспектов. 6 жен, 4 смерти, 2 процесса по делу об убийстве, 1 отмененный приговор. Статистика просто невероятная. Харизмы и обаяние могут быть таинственными силами. На первый взгляд может показаться, что Томас Рэндольф не похож на человека, за которым женщины выстраиваются в очередь, чтобы выйти за него замуж. Однако это не помешало черному вдовцу жениться целых 6 раз. Одной из причин, по которой Томас Рэндольф так увлекателен, является его методичный подход к отношениям, который может заставить вас думать о Рэндольфе как о классическом психопате, хладнокровном убийце и манипуляторе, который нацеливается на женщин, очаровывает их, а затем убивает, или, по крайней мере, пытается это сделать. Однако выяснилось, что это не совсем так. Психиатр взял интервью у Рэндольфа в рамках судебного процесса. Доктор Нортон Ройтман пришел к выводу, что Рэндольф проявлял нарциссическую личность, но не соответствовал критериям психопата. Ройтман свидетельствовал, что как нарцисс Рэндольф искал лести и внимания. Если он чувствовал, что не получает этого внимания от супруги, он искал его вне брака. Но Ройтман также свидетельствовал, что Рэндольф, похоже, оплакивал Шерон, что еще больше усложняло образ Рэндольфа. Главным мотивом Рэндольфа, по крайней мере для попытки убить своих жен и преуспевшей несколько раз, кажется, были деньги. Но Шерон Кос, возможно, перехитрила Рэндольфа.
Согласно источникам, она оформила второе, секретное завещание незадолго до своего убийства. Согласно источникам, она оформила второе секретное завещание незадолго до своего убийства. Дочь Коз, Колин Бейер, получила завещание от подруги своей матери. Бейер считает, что пересмотренное завещание доказывает, что ее мать с подозрением отнеслась к намерениям Рэндольфа. Новое завещание оставило имущество и другие активы ей, вместо Рэндольфа. 17 августа 2023 года был пятым по счету днем нового судебного разбирательства по делу Рэндольфа. Мы внимательно следим за развитием событий и ожидаем вынесения нового приговора. А пока что вы, дорогие подписчики нашего канала, можете высказать свои предположения, удастся ли Рэндольфу обойти систему и в этот раз. Либо же справедливость наконец-то восторжествует, и черный вдовец спустя 40 лет будет наказан по всей строгости закона. Делитесь вашим мнением об этом деле в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.